Первый эфир пошел. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый ароматный вечер всем, кто сегодня с нами в нашем прямом эфире, в нашем долгожданном. Мы всегда очень готовимся и всегда ждем и волнуемся наших зрителей. Поэтому давайте сейчас с вами повзаимодействуем. Напишите, пожалуйста, кто сегодня у нас присутствует в нашем прямом эфире, из каких городов. Как нас слышно, как нас видно? Давайте поставьте нам плюсики, сразу 2 плюсика за видео и за аудио. Как нас слышно и как нас видно. Так, техподдержка. Скажите нам. Техподдержка работает. Началась у нас там активность? Активность Девочки, уже идет. Приветствую всех вас в нашем прямом эфире, мои любимые дорогие коллеги. У нас сегодня очень интересная ароматная тема, тема аромадизайн. Это новое направление в нынешней современности. И я думаю, нашим зрителям будет очень-очень интересна та информация, которая я сейчас хочу предложить всем, кто присутствует с нами в нашем эфире, кто нас смотрит и слушает, приготовить небольшой лист бумаги или большой лист бумаги, как вам удобно, взять карандаш или фломастер или ручку. Для чего? Для того, чтобы вы сейчас, раз у нас сегодня такая тема, да, аромалогия в нашем доме, вы сейчас просто разлиновали, разграфили вот этот листочек небольшой и написали. Или, может быть, кто-то из вас обладает таким качеством, который может просто в масштабе нарисовать свое жилище, свой дом или квартиру. Для чего мы это делаем? Мы сегодня будем проговаривать очень много информации, чтобы в каждой вот такой строчке, там, например, вы написали там столовая, кухня, спальня, да, вот разграфили, и в каждой таком квадратике вы будете писать наши рецепты и названия эфирных масел, которые работают именно в этих зонах. Вам будет потом это очень удобно и наглядно, такая ароматическая карта вашего дома. А сейчас я хочу передать слово своему коллеге Светлане Баданиной. Светочка, добрый вечер. Ты сегодня у нас начинаешь информацию. Включи микрофон, пожалуйста, лапушка. Светлана из Новоуральска. Новоуральск. У нас вопрос. Привет. У нас так. Все, иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего дома. Это Пауль Коэльо. И нет ничего лучше, чем погода в доме. Меня хорошо слышно, нет? Да, что-то какие-то звуки идут очень. Меня слышно, нет? Включите микрофоны все, пожалуйста. Кроме... Включите микрофон. Так, лучше? Да, так лучше. Слышно? Да, так лучше. Так, слышно меня? Угу. Ну, начинаю снова. Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего дома собственного. Пауль Коэльо. Ну, что такое сегодня? И все мы стараемся обустроить свое гнездо, свой дом. Ведь именно наш дом – это наша крепость. Мы стараемся найти мягкие кресла, диваны, теплые оттенки обоев, штор. Для чего? Для того, чтобы отдохнуть. Ведь дома мы отдыхаем, набираемся сил, энергии. И поэтому сегодня мы посвятим наш эфир теме именно уюту в доме. Перед эфиром я нашла интересные стихи. Сейчас я вам их прочитаю. Уют имеет аромат цветочный или медовый, морозный запах сосны, а может быть еловый, кофейный с нотками мечты, миндально-шоколадный, дразнящий с капелькой любви, брусничный и манящий, глинтвейный,
чуточку хмельной, фисташковый и мятный. Уют имеет аромат, когда дом настоящий. И вот сегодня мы поговорим о том, как улучшить наш уют, как создать вот эту комфортную обстановку. И я передаю слово Любе Колгановой, город Орел. Давайте ее поприветствуем. Спасибо, Светлана. И в продолжение вот Светланиного рассказа, что хочу сказать. Мы сейчас живем в очень таком сложном мире. Простите, звонок. Живем в очень сложном мире. Многие живут в мегаполисах, когда кругом вот всякие испарения, выхлопные газы. Короче говоря, воздух ну, совсем не такой, как в лесу. И в нем очень мало натуральных компонентов, которые помогают нам становиться здоровее. И поэтому люди уходят куда-нибудь в лес для того, чтобы отдохнуть, подышать и ну, получить здоровье, как-то поддержать себя. И каждый дом, он по-своему пахнет. И, кстати, раньше, в старину, в древние годы, да, окуривали храмы. А ведь наш дом – это же наш храм. Поэтому очень важно, чтобы он там ароматно в нем было, приятно. И не только приятно пахло, ведь сейчас, вот особенно в современное время, да, когда у нас такая тревожная обстановка, дом можно не просто ароматизировать для того, чтобы были приятные запахи, но и дезинфицировать с помощью эфирных масел. Есть разные способы использования эфирных масел, которые мы можем применять у себя дома. Это можно добавить воду и помыть полы, можно эфирные масла сделать вот такой спрей, просто, допустим, взять какой-то эмульгатор, это может быть ложка там, водки или спирта, или соль, накапать туда эфирные масла, смешать с водой, и вот в какой-то пузырек, желательно ну, темный такой непрозрачный пузырек, сделать спрей, и вы можете просто разбрызгивать это для дезинфекции своего дома. Затем у нас есть вот такие замечательные аромадиффузоры, который вы капаете туда масло, открываете и добавляете в воду масла в зависимости от того, что вам нужно. Хотите ли вы там успокоиться, или наоборот вам нужен тонус, или вам нужно для дезинфекции помещения, то в зависимости от этого разные масла. Девочки дальше расскажут, в какой комнате лучше какие масла использовать. Дальше. Есть вот такие, можно использовать вот такие палочки. Сюда наливается масла, делается состав, и вот благодаря этим палочкам у вас ароматизируется помещение. Это очень приятно, это очень комфортно. Если у вас ничего нет дома, но есть эфирные масла, и вы все-таки хотите как-то ароматизировать свой дом, можно вообще самый простой способ. Наливаете в воду, капаете туда масло, смачиваете какую-то салфетку хлопчатобумажную и кладете ее на батарейку. Вот вам аромалампа. Вот. Есть еще, это такой, да, лайфхак, когда вот, ну, совсем ничего нет дома, а хочется что-то такое интересное сделать. Потом однажды мне клиентка поделилась, говорит, я была у кого-то в гостях, и у нее, у женщины дома в коридорчике висят вот такие аромамедальоны, там на этих всяких, на каких-то крючочках, на дверцах, и там вы капаете туда эфирное масло, и можно ароматизировать таким образом. Либо использовать аромакамень, допустим, вы на него капнули, это можно, допустим, в туалете использовать, либо где-то в машине. Вот. А еще в туалете, мне, например, понравился такой способ, однажды я его когда-то услышала, берете туалетную бумагу и просто маслом, открываете масло, и маслом вот так промазываете по торцу бумаги. И вы знаете, вот сколько у вас стоит этот рулончик, столько у вас приятно пахнет. Я делала это с иланг-илангом, ну, замечательно получилось, вообще мне очень понравилось. Долго стоял приятный аромат и, ну, как бы такой расслабляющий, что иногда в туалете немаловажно. Вот. Поэтому вариантов использования очень много. Можно ароматизировать холодильник, то есть там, можно использовать это в пылесосе. То есть
Главное проявлять фантазию и правильно подбирать масла и не забывать о том, о чувстве меры, потому что зачастую, если ну, эфирного масла много, это не значит хорошо. Эфирного масла должно быть столько, сколько нужно. Допустим, если это аромалампа, то это 2 капли на 5 квадратных метров площади. Ну и там в зависимости от того, какая это комната, детская, либо что-то еще, их может быть чуть меньше или чуть больше, в зависимости от масел. Поэтому я желаю, чтобы у вас дома была не только ароматная обстановка, но она была такая, знаете, уютная, комфортная, но еще и оздоравливающая, что сейчас очень важно. Поэтому вот применяйте все эти способы. И сейчас я передаю слово Татьяне Панариной, а она дальше расскажет уже, где что можно применять, использовать. Всем здоровья, радости и благополучия. И присоединяйтесь, проходите по ссылочке, заполняйте анкеты, вы сможете задать свои вопросы, вот, и ставьте лайки, если вам это интересно, в соцсетях, и лайки, и репосты делайте. Всего доброго всем. Татьяна. Добрый вечер, друзья. Я уже более конкретно так, конкретным рекомендациям и поделиться так опытом применения эфирных масел в детской комнате. Начинаем мы именно с детской комнаты. Почему? Потому что для каждой семьи, для родителей, для бабушек, для дедушек самое дорогое – это, конечно, наши дети. И вот для того, чтобы, к примеру, дети хорошо засыпали, можно использовать аромадиффузор, можно использовать ватный диск, можно, если аромадиффузор нет, очень просто можно поступить на ватный диск, очень хорошо капнуть апельсин, ладан, эвкалипт и положить в изголовье ребенка. Опять все зависит от возрастной категории. Если ребенок совсем-совсем маленький, то достаточно будет одного апельсина, одну капельку буквально. Можно добавить одну капельку лаванды туда, но и все. И где-то спустя полчаса, когда ребенок уже уснул, этот ватный диск можно убрать. Точно так же аромадиффузор через 30-40 минут нужно обязательно включить. Если это дети уже как бы повзрослее, старше года, можно такую композицию апельсин, ладан, эвкалипт. Между прочим, вот такая композиция, она и для взрослых будет очень хорошо. Апельсин – это как работает здесь как антидепрессант, он очень хорошо успокаивает. Ладан наполняет, так же как и эвкалипт, наполняет бронхолегочную систему, кровеносную систему кислородом. Эвкалипт очень хорошо раскрывает легкие, делает легким дыхание. И вместе срабатывает очень хорошо. Кроме того, это еще и профилактика вирусно-инфекционных заболеваний. Если говорить про вирусно-инфекционное заболевание, то очень хорошая композиция в спальне, пусть это дороже, но это очень хорошая композиция. Это роза, апельсин, пихта. Сколько капать в аромадиффузор? Одну каплю на 5 квадратных метров. Если у вас спальня 15 квадратных метров, вам достаточно будет по одной капле этих эфирных масел, и вполне будет достаточно. Для того, чтобы не вставать, не выключать аромадиффузор, можно подрасчитать, сколько воды испаряется за час. И такое количество воды наливаем, капаем туда эти эфирные масла и укладываемся спать. Аромадиффузор, когда закончится вода, сам отключается. Очень такая выгодная, хорошая функция. К малышам хочу вернуться еще раз. Почему я к ним возвращаюсь еще раз? Просто хочу еще раз сказать, что аккуратнее с дозировками. Эфирные масла, они работают в мини-дозах, как гомеопатия. В мини-дозировках работают. Много – это не значит хорошо. А тем более малыши, которые самые-самые маленькие, да, вот, которые только-только адаптируются к нашей жизни, к внешней среде. Утром
Чтобы хорошо проснуться, можно в аромадиффузор капать лимон с розмарином. Он бодрит. Такая композиция бодрит. Можно к нему добавить какое-то еще масло, которое вам нравится, например, базилик. Если это дети уже школьного возраста, такие подростки, то можно туда еще и базилик добавлять. Это не только пробуждает ото сна, не только настраивает на деловой рабочий лад, но еще помогает концентрировать внимание. Это еще что хотела сказать про детскую, про игрушки. Мы очень часто забываем про игрушки. Если мы используем эфирные масла в нашей жизни, то вот про игрушки мы часто забываем. А всякие вирусы, инфекции, какие-то еще штуки там, гадости, прошу прощения за грубые слова, могут жить в игрушках. Можно использовать для дезинфекции спрей или самим составить, или расслабься, очень хороший спрей, очень приятный. Мама Мия, дезинфицирующий спрей, очень хорошо. Опрыснуть можно все игрушечки, и, пожалуйста, если те игрушки, которые вы моете, стираете, в воду можно добавлять и эфирные масла. Это уже эмульгатором может являться моющее средство, капать, или экстракты грейпфрутовых косточек. Тоже можно замочить игрушки и все. А потом, когда они высохли, периодически раз брызнул, и ребенок играет, когда с игрушками, это же эфирные масла испаряясь, тоже и ребенок ими дышит. И попадая на слизистую, это как и защита, и легкое дыхание, и вот как бы все. Все хорошо, в общем, будет, да? Вот. Хочу особо обратить внимание на эфирное масло розового дерева. Его тоже можно использовать для самых маленьких. И опять дозировки 1 капелька. Если ребенок очень беспокойный, то розовое дерево очень хорошо с психоэмоциональным состоянием работает, очень хорошо успокаивает. Но те дети, которые уже пошли в садик, очень хороший, приятный запах. Можно даже на пульсирующие точечки капнуть, вот так растереть. Можно с жирным базовым маслом это сделать. Допустим, на 10 мл жирного базового масла вы капнули 5 капель эфирного масла розового дерева или апельсина, или ладан с розовым деревом. Очень красиво звучит. Ладан, розовое дерево и апельсин. Вот эти 3 масла, вот такая композиция, звучит как духи, как парфюм, знаете, такой дорогой, изысканный. И вот в общей сложности 5 капель должно быть на 10 мл базового масла, как духи. Можно и сюда мазнуть ребенку. И опять-таки вот испарение эфирных масел будет очень хорошо работать. Попадая на слизистую носа, эфирные масла быстренько мчатся в лимбическую систему и туда распределяются оттуда, где они в данный момент необходимы. Про деток коротко, именно так. Если кому-то что-то было непонятно, хочется дополнительно услышать более подробно, обращайтесь, пожалуйста, к тем, кто вас пригласил на этот эфир. И любой консультант компании Vivasan вам обязательно все объяснят и расскажут. А сейчас я хочу слово передать Юлии Сафоновой, «Новый оскол». Спасибо, Татьяна. Это была Татьяна из Липецка, мы не представили. У меня аромадизайн спальни. Спальня у нас выполняет несколько функций. Самая основная функция все-таки это функция отдыха. Мы все приходим в спальню для того, чтобы спать. И как оказалось, что это зачастую бывает проблема. У очень многих бывает проблема сна. И для того, чтобы уснуть, выспаться и проснуться наполненным сил, энергии, можно использовать эфирные масла лаванда, можно использовать лаванда с апельсином. Каким образом? Если у вас нет ничего,
аромадиффузора, аромалампы. Вы можете просто взять ватный диск, капнуть 1 капельку лаванды, 1 капельку апельсина, и это будет антистресс. То есть это стирание памяти стресса на клеточном уровне. Вы таким образом будете засыпать, будете высыпаться и будете работать со стрессом. Потому что стресс – это сейчас тоже бич нашего поколения, они повсюду. И еще у нас есть замечательная смесь «Крепкий сон». Это то, что уже оценили очень многие. Это маленькая смесь 5 мл. Капаете 1 капельку или 2 точно так же либо на подушку, либо на ватный диск, либо нюхаете перед сном. Можно еще 1 капельку промазать виски. С этим вы тоже будете лучше засыпать. Тем более сейчас очень многие работают в разные смены, и вот в этом ритм сна он реально сбивается. И у людей бывает очень часто проблема прийти с ночи и уснуть. Вот здесь это вам поможет как раз крепкий сон. Поэтому высыпайтесь, отдыхайте, используйте эфирные масла. И мы говорим об эфирных маслах именно швейцарской компании Vivasan. Это завод Александр Ароматика. Поэтому мы сейчас не касаемся других масел каких-то. Мы делаем именно обзор эфирных масел Vivasan. И еще, когда мы касаемся аромадизайна нашей квартиры, невозможно не сказать об эксклюзивных товарах. Ну все, палочка одна уже упала. Сейчас осталось уже на 1 палочку меньше. Это сейчас вот такой именно эксклюзивный продукт, который найти очень сложно, купить сложно, но те, которые захотят, для них пригласившие его найдут, поверьте. Это бамбуковые палочки. Сейчас я уберу. Это бамбуковые палочки, они впитывают замечательный аромат. Это стеклянный вот такой пузыречек, деревянная крышечка. Пузыречек у нас бывает 50 мл, 100 мл и 250 мл. Это уникальный продукт, который будет создавать именно аромадизайн вашего помещения любого. И если к вам будут приходить в гости и слышать звучание этих удивительных ароматов, люди запомнят этот аромат на всю жизнь, поверьте. Потому что нет тех, которые услышали любой из этих ароматов и остались равнодушные. Как использовать экономично? Я отвечаю за экономию продуктов Vivasan, поэтому всегда рассказываю. Во-первых, здесь есть пробочка. Вы, когда ее снимаете, сутки держите бамбуковые палочки в стеклянном флакончике, затем эту пробочку закрываете и вставляете уже бамбуковые палочки. Они будут гораздо дольше, потому что если полностью открыть, это настолько насыщенный идет аромат, что у меня даже офис можно найти без названия. Я открывала двери, чтобы проветривать, у меня весь этаж пах этими палочками. Поэтому я стала закрывать, чтобы не было такого, знаете, концентрата. Где можно еще это использовать? Вы можете использовать это в любой комнате, в гостиной, в спальне. У нас ароматов бамбуковых палочек несколько. Я их просто перечислю. Это мандарин и корица, бутоны льна, инжир и роза тибриза, зеленый чай, мохито, балтийский янтарь, ростки риса и темная ваниль. Любой аромат вам, те, кто вас пригласили сюда, вам подскажут, какой лучше для вас именно выбрать. Ароматов несколько, и вы понимаете, что любой аромат – это индивидуальный запах, который может вам понравиться, либо нет. Какие-то есть сладкие, какие-то легкие, какие-то свежие. И еще хочу добавить, что почему сейчас эти товары эксклюзивные, их сложно найти. В Италии очень много отелей, которые покупали именно эти ароматы для своих VIP-гостей. Поэтому сейчас это эксклюзивный товар, который найти сложно. Я надеюсь, вам очень нравятся наши рецепты, вы их записываете. И если вы смотрите под вашим видео, вы видите несколько, если вы не в соцсетях нас смотрите, а переходили по ссылочке, и там под этой ссылочкой есть такие, у вас написано, нужна вам помощь или консультация, вы можете заполнить эту форму, и у вас будет индивидуальный консультант, который поможет вам подобрать индивидуальные эфирные масла для ароматизации и аромадизайна вашего помещения, квартиры или офиса. Вы можете заполнить фамилию, номер телефона,
начинайте обязательно с +7 для России или вашей страны, имя, отчество и электронную почту. Только пишите, пожалуйста, правильно, чтобы с вами могли связаться. Если вы смотрите в соцсетях, ставьте лайки и делитесь этим эфиром. Но сейчас я еще хочу передать слово Жанете из Тамбова. Она вам расскажет точно эксклюзивные рецепты, которые можно использовать для дома. Жанна. Спасибо, Юля, спасибо. Ну что, конечно же, у своего дома свой запах. И из чего состоит этот запах? Когда перемешивается, сливается друг с другом запах, это аромат мебели, еды, которые готовят у нас в доме, да? Это и аромат наших домочадцев, и растений, которые есть в доме, и это и аромат даже наших домашних животных, согласитесь, да? То есть все это перемешивается, поэтому каждый дом, он имеет какой-то свой особый запах, потому что он пропитывается этим запахом. Ну, конечно, на мой взгляд, в первую очередь дома должно пахнуть чистотой и свежестью. Поэтому всем любителям ароматерапии я еще раз хочу напомнить, что обязательно нужно проветривать помещение, да, особенно когда вы пользуетесь эфирными маслами. Я хочу рассказать быстренько, буквально несколько таких рецептиков, которые я использую у себя дома. При уборке пылесосом я беру ватный диск, капаю туда 1 каплю лаванды и потом пылесосом всасываю вот этот диск. И потом, когда вы убираете, делаете уборку в доме, то это не просто идет, так скажем, ароматизация помещения, но это еще идет и терапевтическое воздействие эфирного масла. И поверьте мне, вот лаванда, это действительно не зря, это масло называют масло мама, да, масло земли. Действительно, мы уже начинаем использовать это масло детишкам с грудного возраста, и это масло, которое практически, оно универсальное, практически всем подходит, но в том случае, если вы его, конечно, одобрили, да, то есть если вам запах нравится. Дальше, холодильник, что я делаю? Значит, сейчас очень много продают разных фильтров, вы можете прямо в этот фильтр для холодильника, там существуют различные модификации, капнуть 1 каплю лаванды, 1 каплю лимона. Вот именно сочетание этих 2 эфирных масел очень хорошо работает на дезинфекцию, да, в холодильнике, чтобы у вас там не было запаха каких-то продуктов, да, которые уже или какой-то яркий имеют запах. И можно капнуть просто на хлопчатобумажную ткань, если у вас нет фильтра холодильника. Далее, мусорная корзина. Да, то же самое можно взять элементарно ватный диск, капнуть 1 каплю лаванды и 1 каплю чайного дерева и положить рядышком, где обычно у вас стоит мусорная корзина. Как уже сказала Любочка, Любовь Колганова, да, то есть туалетная комната, да, она вам объяснила, что она по краю там смазывает эфирное масло, а я на саму втулку капаю просто. И когда уже туалетная бумага кончается, соответственно, да, то есть все в это время, пока у вас есть там туалетная бумага, этот запах у вас остается в туалетной комнате. Очень хорошо, если, допустим, не в том смысле, что очень хорошо, если, а в том смысле, если у вас есть животные, да, и, соответственно, туалет размещен где-то в совместном санузле, то очень хорошо работает масло базилика. Именно это масло очень хорошо убирает, так скажем, все, что натворили ваши домашние питомцы, так если попроще говоря. Для ванны и совмещенных санузлов очень хорошо подходит эфирное масло лаванды, иланга, можжевельник и все пихтовые. Мне в последнее время очень стало нравиться добавлять все эфирные масла, которые вот именно, как я и говорю, пихтовые, да, очень хорошо работают, потому что не забываем, что эфирное масло – это не просто ароматизация помещений, но это еще и терапевтическое воздействие. Конечно же, мы сегодня говорим об эфирных маслах компании Вивасан, которые для нас делает швейцарский завод Elixon Aromatic. Что дальше? Вот сейчас у нас зимний период, да, и скоро мы будем готовиться к весне и убирать все свои меховые изделия, шубы, шапки, обувь, то есть до следующего сезона. Поэтому я всегда использую в этом случае эфирное масло лаванды. Почему? Потому что эфирное масло лаванды – это, конечно, наилучшее масло для профилактики, чтобы у вас в ваших мехах не завелась моль.
поэтому капайте. То есть можете накапать на меховой воротник, я капаю в кармашки, да, там в карманы одежды. А если мы говорим про обувь, то вы просто берете обувь, расстегиваете там замок у вас или еще что-то и капаете непосредственно на мех. И потом это можно все сложить в коробку, и у вас до следующего сезона будет гарантированно ничего не заведется. Дальше, значит, ящик, это сейчас я говорю девушкам, нашим любимым красивым женщинам, я очень люблю добавлять в ящик для нижнего белья и вообще для постельного белья масло лаванды, масло иланга. И сейчас у меня появилась новая любовь, это наша композиция, которая недавно у нас появилась, которая называется «Искушение». Конечно, великолепный запах, у вас всегда постоянно, ну, очень ароматная такая атмосфера в вашей комнате. При стирке и сушке белья можно использовать эфирное масло. Но вот я использую, знаете, когда начинаю гладить. Вот, то есть можно добавить в емкость для увлажнения, да, вот где у нас отпариватель, можно добавить эфирное масло. Я делаю композицию. То есть это композиция в пузырьке отдельно. И вот я сейчас вам скажу такой рецепт. 7 капель лаванды берется, 1 капля мяты и 1 капля эвкалипта. То есть в среднем у нас получилось 9 капель. Всего 9 капель, да? 7 плюс 1 плюс 1, 9 капель. И вот у вас эта композиция всегда уже стоит, она у вас готовая. И перед тем, как вы гладите, вы добавляете всего 3 капли из этой композиции вот в емкость для увлажнения, да, и начинаете проглаживать свое белье. Очень ароматно, эта дезинфекция идет. И мне даже кажется, что белье разглаживается лучше. Ну, не знаю, проверьте. Что еще? Хочу сказать, что оказывается, ученые и ароматерапевты выяснили, что цитрусовые – это ароматы гостеприимства. Вот я, например, про это не знала. Готовясь к эфиру, вот узнала такую информацию. А значит, что? Значит, эти эфирные масла, масло лимон из линейки, если мы говорим про линейку Вивасан, масло лимон и масло апельсина мы используем при входе, да, в свое жилище, то есть где-то в прихожих, да, каких-то коридорах. И еще оказывается, что цитрусовые больше всего любят женщины, а вот мужчины больше всего предпочитают мяту. Вот тоже такая интересная информация. Ну и в завершение хочу сказать, если вдруг на вас в вашем доме замечательно напала лень и апатия, то я вам рекомендую использовать эфирное масло жасмина, потому что эфирное масло жасмина всегда избавляет от дурных мыслей. Вот такой вот мой диалог вам всем. Есть кому-то что-то добавить? И вот, знаете, я сейчас по ходу эфира вспомнила, что очень часто спрашивают, а куда капнуть масло? Ну, действительно, бывают такие ситуации, но некуда капнуть, ну, кроме как если на себя, да, или на кого-то. И вот однажды в таком режиме, так скажем, в режиме движения, то есть путешествие такое было, и совершенно действительно некуда было капнуть. И знаете, тут такая мысль мне в голову пришла, то есть быстренько там на трассе, на дороге пили чай пакетированный, да, вот, и потом забыли его выбросить, он как-то подсох и остался в двери автомобиля. И вот я вот этот, так скажем, пакетик от чая использовала как саше для эфирных масел. Вот так. Тогда у нас еще не было, девочки, наших, кстати, автомобильных, да, аромов, диффузоров вот этих, клипс, да, и вот я так вот вам признаюсь. Так что мало ли, вот смотрите, может быть, и захочется вам и так использовать. Кто у нас еще хочет что-то добавить? Ну, теперь я. Так, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и делиться нашим вебинаром с друзьями и коллегами. И не забывайте нам вопросы свои задавать и писать, пока мы можем на них ответить. Ну и кто о чем говорит, а я говорю о работе. То есть теперь у нас в каждом доме есть рабочий кабинет в связи с изоляцией, в связи с карантином. То есть людям пришлось работать дома.
Ну и также информацию, которую я буду говорить, можно использовать и на работе в кабинете. Вот, кстати, работая 4,5 месяца в обсервации с коронавирусными больными, я использовала масла, а именно пихту и масло-смесь дыши. И как бы в результате я единственная из сотрудников не заболела коронавирусной инфекцией. Но это такой маленький факт. Значит, когда мы начинаем работать дома, оборудуем рабочий стол, рабочее помещение. Утром, чтобы проснуться, я всегда использую смесь Get Up, она у нас называется, или «Взбодрись». Это уникальный состав, он содержит эвкалипт, апельсин, мирт, лаванду. И это масло помогает нам мягко, плавно перейти ото сну к работе и включиться в работу, сконцентрироваться и с радостью начать рабочий день. В течение дня, если вы устаете и как бы мысли уже не те, я использую масло розмарин и масло лимончик. Масло розмарин, оно повышает концентрацию внимания, улучшает питание сосудов мозга, и вы более качественно начнете работать. Лимончик тоже очень хорошо тонизирует. Если во время вашего рабочего дня какие-то неприятности, кто-то что-то вам сказал по телефону там, или на работе, я всегда использую масло можжевельника, который очень хорошо и освежает дыхание, и помогает убраться вот этим чужим налипанием. Масло базилик помогает тем людям или в тех ситуациях, когда вот в голове суета, наверное, это больше склонные женщины. Когда такая тревога, суета, не знаешь, с чего начать, на чем сконцентрироваться. Вот ваш помощник, масло базилик, он выстроит вам все по полочкам, и у вас уложится, и вы начнете делать все по порядку. Если вы склонны к повышению давления и быстрой утомляемости, и уже голова совсем не соображает, как говорят, тогда я рекомендую масло мятки и масло апельсина, особенно гипертоникам. Тогда все спокойно, в голове все уложится, успокоится, и вы будете продолжать работать. И еще хочу сказать о том, как использовать масла. Мы аромадиффузор не используем вот постоянно в течение рабочего дня. Я хочу рассказать правила использования ароматерапии. Прежде всего, мы проветриваем помещение, потом зажигаем аромадиффузор или лампу, или брызгаем масла. В течение 1,5–2 часов они насыщают комнату ароматом, потом выключаем, проветриваем и через какое-то время снова включаем, потому что речь идет о дозировках. То есть масла, чистые масла, вот наши швейцарские компании Elixon Aromatica, они необходимы в маленьких дозах. Девочки уже об этом говорили. Переборщить нельзя. И поэтому во всем надо знать меру. И наши продукты, они очень экономичные. Вот в таком флакончике 200 капель. Вот смотрите, насколько времени вам его хватит, если вы будете в день использовать 1–2 капельки. Поэтому записывайте рецепты, запоминайте, консультируйтесь у своих консультантов, не забывайте ставить нам лайки. А сейчас слово я передаю Юле Сафоновой. Старый оскол. Спасибо. Есть старый, новый оскол. Я самое главное еще не запомнила, не добавила по спальне. Сейчас очень частая проблема, когда девушки не могут забеременеть. Это довольно-таки распространенная проблема, и для этого тоже можно использовать ароматерапию. Это не панацея, естественно, это не волшебная какая-то таблетка, которая может помочь, но в очень многих ситуациях проблему помогают они решить. Поэтому какие эфирные масла можно использовать в спальне для этого? Это масло иланг-иланг, это афродизиак, это масло пачули, это масло розы, как Жанетта уже сказала, это вообще масло любви.
Ирина вот показывала эфирные масла как раз. Это сиреневые масла. Все сиреневые масла можно использовать либо в смесях, да, спасибо, Ирин, либо смеси, либо отдельно, как мономасло. Можно делать их между собой, менять. Смесей довольно-таки много, это индивидуально, вам смогут уже подобрать каждый, к кому вы обратитесь из консультантов. Но имейте в виду, что это можно делать. И еще мы сейчас говорим как бы о рабочих местах, да, о доме. И не забывайте, если у вас магазины, офисы, когда вы что-то продаете, и вам нужно привлекать клиентов, не забывайте о самом главном. У нас есть шикарное масло апельсин. Его разбрызгивали даже в казино Лос-Анджелеса, потому что это масло, которое, ну, как бы, если это мягко, отключает мозги и помогает помогает людям тратить деньги. Поэтому это то масло, которое будет привлекать людей. Имейте в виду, если у вас есть магазин, используйте масло апельсин. Это поможет. Я думаю, сейчас это тоже необходимо для многих. Поэтому это не волшебство. Это то, что реально работает. Поэтому апельсин вам в помощь. Я надеюсь, уже все поставили лайки, кто смотрели. Те, кому интересно было, задавали вопросы. Если какие-то есть вопросы, мы еще можем ответить на ваши вопросы на эфире, либо говорим уже об этом лично с каждым. Я думаю, что сегодня у нас уже, как бы, наверное, эфир заканчиваться будет, да? Есть у нас вопросы или нет, Игорь? Посмотрите, пожалуйста. Я говорила, в каждый магазин масло апельсин. Каждый магазин, да. Я еще хочу напомнить. Да, я еще хочу напомнить всем, кто нас сейчас смотрит, кто заинтересовался ароматерапией, что в каждом офисе нашей компании, а наш офис представлены практически во всех городах, в областных центрах точно, вы сможете сделать такое ароматестирование. Наши менеджеры, наши консультанты компании всегда будут рады встрече с вами, и на этом ароматестировании вы сможете подобрать ваше эфирное масло, потому что эфирное масло люди выбирают не просто так, а всегда по какому-то, так скажем, по какой-то заявке, которая вам говорит ваш организм, ваша энергия, ваши мысли. Это очень интересная и важная наука ароматерапия. А сколько стоит ароматестирование? Это вы индивидуально. Во всех городах по-разному. Иногда бывают даже акции, бесплатное тестирование. Поэтому можно проконсультироваться и узнать точно, Особенно в каком городе сколько это стоит. Скоро у нас 23 февраля, так что да, можно даже сделать, кстати, и с своей второй половинкой, и с детьми прийти. Это будет очень интересно, семейное такое тестирование. Девочки, буквально несколько слов, можно? Конечно, Ириш. Ирина Шатохина, Москва. Мы, конечно, используем масла все, они у нас есть, да, и у нас очень много рецептов, ну вот новенькие, да, сидят и смотрят, скажут, ой, это ж вот столько масел. Начните с апельсина и с лаванды. Вот все девочки, которые выступали сегодня, да, все, в принципе, говорили, лаванда, апельсин. Начните с этих масел, и мир ароматерапии потихонечку начнет вам открывать свои замечательные двери. Будьте все здоровы. Девочки, спасибо нам сегодня всем за эфир, он был классный. Желательно, конечно, его повторять, потому что я сегодня разговаривала со своей клиенткой, и она мне такая говорит, о, еще я эти масла буду использовать для дома. Да вы что, они такие дорогие, да я лучше вон куплю каких-нибудь там свечек, вот так, ну вот этих вот запахом поставлю и все. Я говорю, а вирусы, а бактерии, они же дома, они же никуда не уходят. А мы сами, это источник углекислого газа, целые вот прямо подстанции дома работают. Я говорю, а наши масла, они все антисептики, обладают мощнейшим антибактериальным свойством. Так что это надо потихонечку всех приучать, конечно, к этому. Использовать дома и на работе, и в быту, и везде, и будем здоровы. Ну, я хочу сказать, что я больше 15 лет вообще не покупаю освежитель для воздуха. Вообще просто. И вот именно эфирное масло – это же натуральный освежитель воздуха. Поэтому всем прям очень рекомендуем.
использовать. Да, очень хочется добавить и пояснить, что у нас бамбуковые палочки те же, это без запаха горения, это без синтетических каких-либо добавок. Если вы смотрите впервые, имейте в виду, это натуральные стопроцентные эфирные масла из Швейцарии. Это эфирные масла, которые не имеют никаких добавок, синтетических отдушек. Это эфирные масла высокого качества, которые можно употреблять внутрь, но это после личной консультации. Поэтому, если вам необходима консультация, не забывайте заполнять форму. Если вы перешли по ссылке и под видео вы видите фамилия, телефон, имя, отчество и электронная почта. Самое главное, не ошибайтесь в номерах телефона, пишите +7, если вы из России, другой код, если вы из какой-то другой страны, и обязательно правильно используйте электронную почту. Юль, посмотри, Да, пожалуйста, классно. у меня есть какие-то вопросы. Вопросы есть какие-то? Техподдержка. Светлана, об этом результате надо говорить всем и везде. Да, при ковиде эфирные масла шикарно работают. Об этом я подтверждаю. Они шикарно работают и как профилактика, и лечение, и восстановление. Поэтому по программам оздоровления, восстановления после ковида это точно необходимо обращаться лично, потому что здесь нужна индивидуальная программа. Всем привет из Москвы, хорошего зимнего настроения. Так, тут опять Светлана, об этом результате надо говорить. Всем привет. Повторяются. Ну, пока, Юль, ты смотришь вопрос, я еще хочу сказать, что действительно то, что Светлана сегодня озвучила, что вот она не заболела ковидом, мне тоже сегодня в офисе была моя постоянная клиентка, и вот в подтверждение этих слов хочу сказать, что большая обширная организация, очень многие переболели, и вот кабинет, в котором она находится, да, там 4 или 5 человек. И то есть вот уже, понимаете, это уже факты, наглядные такие факты, которые говорят о том, что ароматерапия очень действенная и эффективно работает. Девочка, она говорит, ну, наверное, может быть, я и перенесла, если он так называется, ковид, но то есть совершенно была в рабочем состоянии, и обоняние не пропадало, хотя очень многие из ее организации люди проболели, и не просто проболели, но и с такими осложнениями, серьезными осложнениями, с которыми... То есть они до сих пор сейчас просто, скажем, разбираются. Вот так. Мне очень хочется узнать, из тех, кто смотрели сегодня прямой эфир, что-то узнали полезное? Было полезное что-то? Записали для себя? Или все знали, все используете, или это вообще было не нужно? На листочке писали? То, что услышал новое. Из тех, кто в комнате, кто-то что-то новое узнал? Конечно, я бы записывала себе. Ирина, покажи нам свой лист. Были новые интересные Я рецепты. только не разменивала, писала вот так. Туалетную бумагу я не знала. Вот так, девчонки. Мне понравилась система, по которой вы прошлись, прямо вот как будто бы по ноткам. Прямо партитурка вся была записана. Что, где, как использовать. Но если кто-то не писал, вообще запомнить это нереально. Я думаю, что нужно будет еще повторять этот эфир. Это еще не все. Вот так вот. И, конечно, мы сокращали как могли. Да, мы как могли молчали. Хочу сказать, Светлане, например, да, мы можем как-то где-то общаться, где-то мы можем сталкиваться, можем понимать, не понимать, но когда 4,5 месяца просто жизни в больнице среди всех ковидных больных, причем я знаю, что, Свет, ты бегала еще из одного отделения в другое, да? То есть переоделась, пошла в здоровое отделение, но не ковидное, потом снова вернулась туда, и так на протяжении не день, не два, 4,5 месяца. И я не буду даже ничего говорить. Дай нам всем Бог здоровья. Спасибо. Всем спасибо. Все, спасибо всем большое. Мы будем заканчивать эфир и будем ждать ваши заявки. Всем, кому интересно, заполняйте заявки и приходите на наши следующие эфиры. Всем до свидания. До свидания, спасибо. Здоровья. Все.